Отжимания. Почему они важны для стойки на руках? Я бы, знаете, как выразился? Отжимания. Это, можно сказать, основной двигатель ваших стоек на руках. Основной двигатель ваших трюков и основной инструмент для того, чтобы делать ваши трюки разнообразными. Мало того, что с помощью отжиманий вы впервые будете делать спичаки, вы будете делать различные выходы в стойку. И все это будет доступно только при наличии достаточно сильных рук, и отжиматься очень нужно. Для того, чтобы стоять на одной руке, нужны отжимания. Потому что сила руки, сгибания и разгибания руки будет очень сильно влиять на успех удержания стойки на руках. Давайте я покажу вам такой инструмент, как вылавливание себя с пятки. То есть, когда мы стоим на ногах и хотим завалиться вперед, мы можем упереться пальцами ног, прежде чем поменяем нашу позицию. Когда мы откатываемся в пятку, то упираться нечем, и наше тело должно как-то реагировать. Всегда происходит вот такое движение. И именно это движение может удержать наше равновесие. Кинуть плечи в переизгиб. То есть, если ставить стойку на руках, и в случае ухода в пятку кинуть плечи в переизгиб, конечно, возможно. Но уверяю вас, что это последнее, что будете делать. Потому что движение плечей в переизгиб и отклонение ног – это очень длинное движение. И с помощью этого движения просто можно не успеть подловить себя. Есть более быстрый ресурс – это сгибание локтей. Сгибание локтей с движением плеча вперед. И если, например, вы где-то у меня или у другого человека или на себе заметите, что вы иногда подсгибаете локти, или кто-то подсгибает локти, это всегда говорит о том, что происходит откат в пятку, и именно этим движением идет подлавливание. Почему это работает? Потому что, когда вы поставили руку, вы определили вертикальную линию. Определили вертикальную линию, в которой стоите. Если вы ушли в пятку, то эта вертикаль по-хорошему должна сместиться. И смотрите, когда мы резко сгибаем локоть, то мы как будто резко смещаем вертикальную линию. И таким образом можем обогнать себя, обогнать свое туловище и вернуть упор в пальцы. Чем больше вы откатываетесь, тем больше нужно сгибать локти. Это помогает вернуть упор в пальцы. Вот. И чем больше у вас силы, тем более сложные позиции вы можете удерживать. Для того, чтобы с помощью силы просто восстанавливать равновесие, восстанавливать позицию. Потом, например, одна рука. Как бы это показать? Вот так. Смотрите на руку. Если стать на одну руку, то всегда будет происходить некое сгибание. В стойке на одной руке откат идет часто, очень часто у всех, независимо от уровня подготовки, в сторону мизинца и в пятку. Потому что наше тело, наши руки недостаточно сильные, чтобы очень классно держать упор в пальцах. И когда нам очень сложно, наше тело пытается искать пути отступления и уходы от этой нагрузки. Поэтому идет откат в сторону пятки. И когда мы стоим и откатываемся в пятку, то именно вот этим движением мы можем себя подлавливать. Если не будет достаточно силы в отжиманиях для того, чтобы это делать, то устоять на одной руке будет сложнее. Потом, если вы захотите сделать спичак, то очень правильно делать через ровные руки. Это действительно правильно. Так, действительно, может быть, где-то красивей. Но когда мы делаем спичак через ровные руки, то мы должны поднять себя вверх за счет трапеции и за счет силы плеча. Именно эти мышцы участвуют в поднимании спичака. Они номер один. Трапеция не даст вам... Давайте покажу. Трапеция не даст вам проседать вниз, потому что если переходить, но проседать трапецию вниз, то не получится подняться, потому как нет опоры.
плечи будут поднимать вас. То есть менять угол в плече и будет выводить ваше движение в стойку. Ну а спина будет разгибать спину и поднимать где-то ноги. Это будет очень изолированное движение, потому что будут, грубо говоря, участвовать две мышцы. Но если чуть-чуть согнуть локти, то включится еще трицепс. И в комбинации, где будет работать 3 мышцы, а не 2, это будет значительно более простое движение. Поэтому все люди, которые только начинают делать спичак, они все, в принципе, сгибают локти. И исполнение выглядит, грубо говоря, вот таким. Давайте в диагональ стану. Сгибают локти и потом через согнутые локти выжимают. Потому как на данный момент у этого человека недостаточно силы в плечах и в трапеции для того, чтобы выполнить движение без сгибания. Поэтому подключается еще одна мышца. И если силы в руках достаточно для того, чтобы легко отжиматься, то спичак получится просто намного быстрее. Да, возможно, не в самом идеальном исполнении, по меркам акробатики классического варианта. Но формально трюк будет выполнен, и при наличии этого трюка можно будет этот трюк улучшать, развивать дальше, и он приблизится, скажем так, станет классным, намного более быстро, если научиться делать его чуть-чуть через согнутые руки, потому что это дает возможность сделать. А если мы уже можем сделать, то мы можем это улучшить. Потом, если вы хотите как-то делать какие-то трюки, сходы или выходы, то отжимания будут делать ваши выходы очень разнообразными и в некоторых ситуациях доступными. Например, если мы ляжем на живот и захотим отсюда выйти, то здесь участвуют руки по отжиманию. Если мы хотим опуститься в перекат, то здесь так же самое. Можно уйти, конечно, за счет гибкости и очень резко, но чтобы сделать плавно, красиво, лучше использовать силу в руках, для того, чтобы не, скажем так, не падать на грудь. А если вы хотите, например, из стойки опуститься в крокодил, давайте покажу. Если вы хотите из стойки опуститься в крокодил, то здесь нужна больше силы на одной руке. Но по сути тоже отжимания. Обратное движение тоже происходит за счет отжимания. Ух ты. Обратное движение тоже происходит за счет отжимания. И таких примеров можно наводить очень много. Потом, если вы хотите чувствовать себя безопасно, вы должны обладать некой силой для того, чтобы стоять в стойке на руках. Потому как если вы, например, хотите стать в стойку, и вас, например, куда-то придавит на спину, вы захотите согнуть локти и уйти в кувырок, то это движение будет мягко получаться, только если использовать силу в руках. Если вы хотите сделать просто кувырок, то здесь тоже нужна сила в руках. И те же отжимания. Получается, что отжимания, они используются, ну, по большому счету, везде. По большому счету, везде. И это может делать ваши трюки очень разнообразными. Например, можно выпрыгнуть отсюда в стойку, и можно, конечно, делать это через ровные руки. Это будет где-то даже, может быть, правильнее. Но это будет такой более классический вариант. Можно сделать выход в стойку силой, и это будет более сложное движение. А можно сделать то же самое движение с неким отжиманием. И это движение будет намного легче, чем, допустим, предыдущее, где я делал медленно, но через ровные руки. Потому что мы включаем руки и включаем эти отжимания. По большому счету, посмотрите, как часто вы присаживаетесь и встаете на ногах. Это имеет огромное значение для стойки на ногах, для стойки на руках, отжиманий. Сложность еще отжиманий может зависеть от, не может, а напрямую зависит от выведения плеча вперед. Потому как если делать отжимания и не выводить плечо вперед, то эти отжимания могут быть как очень простыми, так и очень сложными. Но если не выводить плечо вперед, то эти отжимания не будут полезны для стойки на руках. Смотрите, есть отжимания с коленей. Смешное упражнение. Отжимания с коленей. Вот люди делают, например, вот так. Если предложить
опытному, сильному человеку сделать отжимания с колени, то он расценит это как очень смешное упражнение, потому что, в смысле, я могу и так отжиматься. Или, например, я могу отжиматься в стойке. Но если мы, отжимаясь с коленей, выведем плечи очень сильно вперед, то, уверяю вас, эти отжимания то еще удовольствие. Они намного сложнее, чем обычные отжимания в планке. Они сложнее, чем отжимания в узкоручке. Просто потому, что мы выводим плечо вперед. И чем сильнее выводим плечо вперед, тем больше мы включаем плечи. То есть, по большому счету, вся рука, весь плечевой пояс участвует в работе и под большой нагрузкой. И с помощью этого можно очень классно регулировать сложность упражнений. Чем больше выходим плечами вперед, тем сложнее становится отжимание. Отжимания очень важны. Когда вы меняете положение в вашем теле, меняется нагрузка. Например, эти отжимания будут полезны как старт. Отжимания через прогиб, они могут снимать нагрузку. То есть, когда мы отжимаемся в прогиб, через прогиб, они снимают где-то нагрузку. Но отжимания нужны еще и в разных позициях. Например, отжимания, когда, например, сделаем такую позицию, пускай будет такое отжимание. Если мы станем ногами в такую позицию и уйдем, например, в прогиб, и оттуда себя достанем, то это будут очень сложные отжимания, просто наше тело будет работать несколько иначе, чем если бы мы делали через ровное положение. Когда мы делаем через ровное положение, через такое чуть-чуть подобранное, скругленное, то мы задействуем плечи. А если мы уходим чуть в прогиб, то нагрузка с плеч, она как будто, она тоже есть, но она ложится совсем по-другому. И, например, трицепс, грудные мышцы, они принимают на себя чуть больше веса. Например, если мы отжимаемся в стойке, то грудные мало участвуют. Когда мы уходим в прогиб, то они больше участвуют. Вот. Хотя нагрузка ложится по-другому. И отжимания нужны абсолютно любые и максимально разные. Потому что если вы умеете отжиматься только, например, в подобранном положении, или, например, только умеете отжиматься в стойке, то и делаете только эти движения, то отжимания, когда вам нужно из стойки уйти плавно в перекат, где нужно показывать прогиб, с этим могут возникать сложности. И так же самое наоборот. Если вы отжимаетесь только через прогиб, то в тех ситуациях, где нужно будет отжиматься или делать какой-то трюк в ровном положении, с этим будут возникать сложности. Поэтому, если вы отжимаетесь в разных позициях, это будет только плюс. И всегда нужно стараться уходить в максимально сложное упражнение, потому что чем сложнее будет, по сути, одно повторение, тем лучше. Скажу такую вещь. Если вы сделаете 10 отжиманий, даже пускай 20, да, то это будет полезно. Но если вы сделаете одно отжимание и очень-очень сложное, когда вы прям через не могу, прям мучаясь, выжимаете себя, это повторение будет принесет вам больше силы, чем 10 или 20 простых отжиманий. Потому как только через максимально сложное повторение вы будете делать ваши мышцы более сильными. То есть вы, грубо говоря, будете заставлять ваши мышцы работать на максимум. Потому как если мы просто делаем упражнение как кардио, то это хорошо. Но это не учит ваши мышцы некой суперсиле. И только самые сложные отжимания будут учить вас суперсиле. И эти очень сложные отжимания потом дадут вам возможность очень легко выполнять более сложные движения. Если подвести итог, то отжимания это то, без чего нельзя комфортно себя чувствовать в стойке на руках. Потому как отжимания, сгибание рук используется практически в каждом трюке. Вот. И это действительно нужно. Поэтому чем больше вы отжимаетесь, тем лучше. И чем больше амплитуда, тем тоже лучше. Вот.